Один из самых загадочных народов России – буряты. Они живут в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. У них есть свой язык, который в нашей стране даже имеет литературную норму, а в Монголии и Китае считается диалектом монгольского языка. Они поклоняются духам и сохраняют веру в их могущество даже при переходе в буддизм или христианство. Более того, некоторые ритуалы и обычаи шаманизма местный буддизм принял и сделал их частью богослужения. В этом народе сочетается верность традициям и стремление ко всему новому. Где живут буряты? Зачем вяжут ленточки? Во что они верят и почему не ходят на кладбище? В этом видео мы ответим на все вопросы и познакомим вас чуть ближе с коренным народом Забайкалья. Друзья, прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. Подписывайтесь на канал Ямал Медиа. Мы начинаем. Народ буряты или бурят образовался в районе Байкала. Сегодня на этой территории находится этническая Бурятия, а раньше эти земли назывались Баргуджин-Такум. Предки бурятов начали осваивать побережье Байкала еще в начале VI века. Народ Курыканы расселился в Предбайкалье, а Баирку занял земли к востоку от озера. Спустя 4 столетия, примерно с X века, оба этих народа стали теснее взаимодействовать и создали единую общность – баргуты. В конце XIII века из-за междоусобных войн и расприй они вынуждены были уйти в Западную Монголию. В XVII веке буряты включали более 20 этнических групп. Сегодня они населяют земли предков в российских регионах и округ Хулун-Буир в автономном районе внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Происхождение названия «буряты» до сих пор остается невыясненным. Считается, что впервые оно упоминается в 1240 году в сокровенном сказании монголов. Тем не менее, сегодня существует около десятка версий, откуда произошло название народа. По одной из них от выражения «буру-халядг», что означает «смотрящий в сторону», по другой – от слова «бар», то есть «тигр», по третьей – от хакасского слова «пыраат», которое восходит к слову «бури», что значит «волк», или «бурята», то есть «волк-отец». Для многих древних бурятских народов волк был тотемным животным, его считали своим прародителем. Кстати, у разных племен были разные тотемы. Например, булагаты особенно чтили сивого быка, хангадоры – лебедя, а у племени эхиритов тотемом является рыба – пестрый налим. Вот только не стоит называть бурята налимом, это воспринимается как оскорбление. Буряты почитали не только животных, но и духов – рек, озер и лесов. Поклоняясь силам природы, они соблюдали множество ритуалов и верили в приметы. Так, особенно почитали старые деревья. Считалось, что своими корнями они соединяются с землей, поэтому человек через дерево может получить помощь от нее. Буряты верили, что прикосновение к коре способно дать здоровье, а сон под деревом помогает полностью восстановить силы и излечиться от тяжелых болезней. Чтобы задобрить духов леса, на крупные деревья повязывали лоскуты красной и белой парчи или шелка. Они символизировали солнце и луну. А с березой или сосной проводили особые обряды. На их ветви подвязывали цветные ленточки по числу членов семьи. Так люди высказывали уважение духам и просили у них благополучия, здоровья и удачи для своих близких. Такой обычай сохранился до сих пор. Еще одна необычная традиция связана с погребением усопших. Самым чистым считается уход с помощью огня. Для этого выбирают место в лесу, где складывают погребальные костры. Некоторые семьи кремируют таким способом только пожилых покойников. Другие не смотрят на возраст, но придают огню тела женщин и мужчин отдельно, в разных местах. Тем не менее, сегодня на территории бурятских поселений есть и традиционные кладбища, но туда почти не ходят. Есть поверье, что так можно унести хорошую энергетику из дома. Кроме того, частые посещения кладбища тревожат душу умершего. Посредниками между миром живых людей и миром духов были шаманы. Шаманом не мог стать любой желающий. У проводника в мир духов должен был быть предок-шаман и божественная отметина на теле – Тенгерин Темдег. Это могло быть необычное родимое пятно, раздвоенные пальцы или даже странное поведение. В зависимости от способностей шаман проходил обряды посвящения. В течение жизни их могло быть до 9.
Чем больше обрядов, тем больше у шамана способностей и сил, а значит, он мог проводить сложные обряды. По легендам, шаман 9-го посвящения мог воспарять над кронами деревьев. В наши дни буряты исповедуют буддизм или христианство. Однако даже приняв ту или иную религию, они не отказываются от обрядов. А шаманизм все еще остается частью жизни и культуры. Испокон веков буряты делились на кочевых и оседлых. В хозяйстве держали баранов, коров, верблюдов, коз и лошадей. Занимались и традиционными промыслами, рыболовством и охотой. Для кочевника лошадь – главное богатство. Это надежная опора во всех его делах. Шерсть и шкуры животных перерабатывали, а затем из них шили постельные принадлежности и одежду. Мясо использовали в пищу. Из него готовили колбасы, мясные деликатесы, а еще знаменитые буузы. Это традиционное блюдо бурятов. Название буквально переводится как «мясо, завернутое в тесто». Готовят буузы из рубленого мясного фарша, который закатывается в тесто. Сверху оставляют отверстие для пара. По форме буузы напоминают традиционные жилища бурят – юрту. Юрта – это каркасное жилище. Кочевники делали его из войлока, а оседлые буряты мастерили такой дом полностью из дерева. Жилища делали 6- или 8-угольными, без окон. В крыше оставляли большое отверстие для освещения и выхода дыма. А дверь в юрту всегда устанавливалась на южной стороне. Помещение жилища делили на мужскую и женскую половины. На правой, мужской стороне хранили оружие, сбрую и седло. На женской половине размещали кухонные принадлежности. В юртах жили вплоть до 19 века. Потом буряты начали строить избы по типу тех, в которых жили русские переселенцы. Многовековая история бурят оставила богатое фольклорное и литературное наследие. До наших дней дошло огромное количество мифов и легенд, пословиц и поговорок, эпических сказаний и обрядовых песен. Кроме того, буряты – единственный сибирский народ, у которого есть собственные исторические письменные памятники. Это летописи, истории знаменитых шаманов, а также большое количество текстов, переведенных с тибетского языка, священные книги, медицинские и философские трактаты. Буряты – это народ, который успешно сохранил традиции и вместе с тем не отказывается от современных достижений науки и техники. Им удается гармонично соединить прошлое и настоящее не в музее, а в ежедневной рутине. Даже переехав в городские многоэтажки, они сохранили уважительное отношение к природе. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.